Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить по-настоящему пуховые испанские булочки с кремом ensaimadas. Эти булочки-улитки такие вкусные, что от них просто невозможно оторваться. Приготовьте их к вечернему чаепитию или к завтраку. Уверена, они всем понравятся. Они такие нежные, пышные, воздушные. Внутри много крема. Это потрясающе вкусно. Для приготовления теста мне понадобится сначала в теплом молоке разведу дрожжи. Добавляю 1 чайную ложку сахара от общего количества. Всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю. Дам постоять примерно минут 5-7. Разбиваю в миску 2 яйца. Всыпаю сахар, соль. Добавляю экстракт ванили. Перемешиваю. Вливаю подошедшие дрожжи. Перемешиваю. И теперь постепенно просеиваю муку. Начинаю замешивать тесто. Добавляю растопленное сливочное масло. Хорошо все вымешиваю. Добавляю муку. Я сейчас добавляю всю оставшуюся муку. Посмотрите сейчас, какое у меня получилось тесто. Оно достаточно липкое, поэтому я добавляю сюда еще муку. Конечно, вы тоже должны смотреть по консистенции теста, так как яйца разные и мука также везде разная. Перехожу к замесу на столе. Вы видите, тесто как будто еще немного липкое, но я больше сюда муку добавлять не буду. Буду вымешивать тесто до тех пор, пока оно не перестанет приставать к столу и к рукам. Минут 5-7 вполне достаточно. Посмотрите, какое оно получается. Очень нежное, мягкое и вместе с тем достаточно эластичное. Подкатываю его в шар. Перекладываю в миску, которую я слегка смазала растительным маслом, закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Для приготовления крема мне понадобится в сотейник с толстым дном вливаю молоко. Доведу его почти до кипения. В отдельной миске смешиваю сахар, соль и крахмал. Для рецепта я использую кукурузный крахмал. С ним крем получается вкуснее. Добавляю 1 крупное яйцо и хорошо перемешиваю. Таким образом, смешивая крахмал, сахар и яйцо, в креме не будут образовываться комочки. Часть горячего молока вливаю в яично-крахмальную смесь и хорошо перемешиваю. Остальную часть молока возвращаю обратно на плиту и вливаю в него полученную смесь, все время перемешивая. И теперь при постоянном помешивании варю мой заварной крем до того момента, как он загустеет и закипит. Крем закипел, пошли пузыри, снимаю кастрюлю с плиты. Продолжаю крем перемешивать, так как кастрюля еще горячая. Добавляю сливочное масло, перемешиваю и добавляю экстракт ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Также хорошо все перемешиваю. Закрываю крем пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт, чтобы сверху не образовывалась корочка. И оставляю мой крем остыть. Тесто у меня великолепно подошло, выросло в объеме больше, чем в 2,5 раза. Достаю его из миски. И разделю на 12 равных частей. Я буду делать 12 булочек. Каждый кусочек теста примерно по 85-90 граммов. Все кусочки подкатываю в шар. Если у вас тесто немного прилипает, можно смазать руки растительным маслом. Заготовки закрываю сверху пленкой и оставлю отдохнуть минут на 5. Рабочую поверхность слегка смазываю растительным маслом. Беру кусочек теста, выкладываю его нижней стороной вверх. Скалку также слегка смазываю растительным маслом. Раскатываю тесто в тонкий прямоугольный пласт.
Постарайтесь его раскатать как можно тоньше. У меня получился пласт длиной 25 см и шириной 19 см. Смазываю его сверху небольшим количеством мягкого сливочного масла. Выкладываю крем. Он остыл и загустел. Распределяю его вот такой полоской, не доходя до краев. И сворачиваю рулет. Край защипываю. Переворачиваю рулет швом вниз и сворачиваю улиткой. Вот этот хвостик подворачиваю вниз. Перекладываю булочку на противень, который я выстелила пергаментной бумагой. Выкладываю сформованные булочки на расстоянии друг от друга, так как тесто будет довольно сильно увеличиваться в объеме. Первую партию булочек накрываю сверху пленкой и оставляю на расстойке примерно на 20 минут. И сразу же формую следующую партию. Булочки вот так великолепно подошли. Сверху я их смазываю теплым молоком. И при желании сверху можно булочки присыпать миндальными лепестками. Всю эту красоту отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Булки я достала из духовки. Они получились просто невероятные. Такие пышные, воздушные, очень красивые. Тесто нигде не лопнуло, крем не вытекает. Великолепно. Переношу булочки на решетку и оставляю остывать. И сразу отправляю выпекаться вторую партию. Все булочки испеклись. Они получились просто пуховые, очень красивые. Для булочек я сделаю сахарную глазурь. Добавляю сливки в сахарную пудру и перемешиваю. Добавляю понемногу. Вместо сливок можно добавить просто обычное молоко. И, конечно, в зависимости от того, сколько вы добавляете жидкости, такой густоты получится и глазурь. Добавите чуть больше, будет более жидкая. Вот такая консистенция меня устраивает. Если вы не хотите делать сахарную глазурь, можно булочки просто присыпать сверху сахарной пудрой. И чтобы глазурь быстрее застывала на булочках, я буквально на 30 секунд отправлю ее прогреться в микроволновку. Вот такая в итоге глазурь получается. Поливаю ею сверху булочки. Просто с ложки наливаю глазурь, делаю вот такие полоски. Оставляю булочки немного постоять, чтобы глазурь застыла. И можно подавать все к столу. Я не дожидаюсь, пока глазурь полностью застынет. Хочу вам показать, какие булки получились. Они такие нежные, пышные, воздушные. Внутри много крема. Это потрясающе вкусно.